Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я хочу записать небольшое видео для тех, кто будет вязать изделие способом реглан погон сверху. Небольшая помощь, даже не помощь, а небольшая идея, потому что у меня тоже сейчас в проекте, то есть в работе один проект этим способом, и я хочу просто показать, как прибавлять петли, красиво делать регланную линию при реглан погоне, да? Значит, просто небольшой, чтобы вы понимали, о чем идет речь, да? Вот когда вы вяжете простой реглан, у вас 4 регланные линии, и вы делаете добавки с каждой стороны от регланной линии. То есть за один ряд у вас получается 8 петель вы добавляете, по одной с каждой стороны. Второй ряд вы ничего не добавляете. То есть за 2 ряда у вас идет добавка 8 петель. Что происходит при реглан погоне? Вот у нас этот погон, так называемый, да? Мы начинаем прибавлять только с одной стороны от регланной линии. Здесь вот снаружи, это первая прибавка. Провязан условно петли спинки. Здесь вторая прибавка. Петли погона. Потом третья прибавка. И петли переда, четвертая прибавка. То есть при реглан погоне за один ряд мы можем добавить только 4 петли. Поэтому, чтобы количество петель было так же, как при простом реглане, нам надо делать прибавки в каждом ряду. То есть первый ряд мы добавили 4, второй ряд мы опять 4, и за 2 ряда у нас получается те же 8 петель. Но можно делать и по-другому. Можно вот здесь вот сразу прибавлять не одну петельку, а 2 петли. Здесь 2 петли, здесь 2 петли и здесь 2 петли. То есть за один ряд мы тоже прибавим 8 петель, а второй ряд прибавлять ничего не будем. Вот такой способ тоже существует при реглан погоне. И вот я сейчас его использую и хочу вам показать один из вариантов прибавки по 2 петли сразу, чтобы было красиво. Вот смотрите, у меня между маркерами этот мой погон. Количество петель на погоне вы можете выбрать сами. Вы можете сделать его узенький, вы можете сделать его пошире, как хотите. Вот в данном случае у меня я взяла ровно 1/6 часть от всех петель. То есть 1/6 на погон 1, 1/6 на второй погон и по 2/6 на перед и на спинку. И теперь вот мы подходим. Вот сейчас тот ряд, когда мне надо делать прибавки. Вот у меня петли, как сказала, отделяют погон. И с каждой стороны по 2 петли. Это моя регланная линия. Вот с одной стороны 2 петли от маркера. И с другой стороны 2 петли от маркера. И начнем, я вам сейчас покажу. Значит, логично, да? Сейчас вот здесь от маркера вправо мы будем прибавки делать с наклоном вправо. От маркера влево мы будем делать прибавки с наклоном влево. И посмотрите, как я вам предлагаю это сделать. Вот у меня 2 петли моих регланной линии. Значит, я делаю с наклоном вправо. Сначала я делаю накид, потом провязываю 2 петельки вместе. Опять не снимая, делаю накид. И потом провязываю только одну петельку. Не 2, а одну. И снимаю. Вот я сделала 2 петли в прибавку. Теперь я переснимаю маркер и провязываю все петли погона до следующего маркера. И с другой стороны от маркера мы будем делать прибавки теперь с наклоном влево. Так, сейчас я довяжу. Вот я подхожу к маркеру, я его переношу, и теперь у меня получается 2 вот эти мои 2 регланные линии. Я буду делать прибавки с наклоном влево. Для этого я 2 петли переснимаю, чтобы поменять у них стеночку. Вот я поменяла у них стеночку. Теперь я провязываю сначала не первую петлю, а вот с изнанки я захожу во вторую петлю, провязываю вот эту вторую петлю. Да что ж такое? Вот. Теперь, не снимая со спицы эти 2 петли, делаю накид и провязываю теперь 2 петельки вместе и
накид. Вот я добавила 4 петли. То есть я добавила 2 петли. Из 2 я сделала 4. Дальше я продолжаю вязать уже по рисунку. У меня в данном случае все лицевые петли. Сейчас я перешла на петли переда. И сейчас я провяжу эти петли переда, дойду до следующих регланных линий и покажу вам еще раз, как это делается. Вот, я провязала все петли переда и подошла ко второму моему реглану, то есть погону. Значит, и вот у меня сейчас 2 петли, но моя регланная линия. Вот 2 петли, не доходя до начала погона. Я опять здесь делаю накид, потом провязываю 2 петельки вместе, это у меня с наклоном вправо. Еще делаю накид и провязываю только первую петлю. Все, вот мы сделали добавку 2 петли. Дальше мы вяжем наш реглан погон, петли реглан погона и доходим до следующего маркера. Вот здесь вот заканчивается петли погона. И после маркера я опять должна сделать прибавку. 2 петли прибавить с наклоном влево. Значит, я снимаю, переснимаю 2 петли, меняю у них стеночку, потом провязываю только вторую петлю, делаю накид и 2 петельки вместе и делаю накид. Вот у меня прибавка 2 петель, и дальше вяжу по своему рисунку. Вот это такое короткое мое видео. Я хотела вам помочь, кто будет вязать тоже реглан погон, или просто познакомить с моим новым проектом. И когда я начну, когда я его закончу, я надеюсь, что я его закончу, я загружу мастер-класс, и вы тогда сможете посмотреть. А на сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.